Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня у нас будет совершенно необычно, нетривиально и чертовски интересное для меня, надеюсь, и для вас бритье. Почему? Потому что, во-первых, сегодня станок будет достаточно необычный, потому что сегодня я вытащу мыло, которое у меня пролежало уже больше года и давным-давно нужно было показать. И мне интересно, что же стало с ним за это время. Я думаю, что ничего, но проверить-то надо. Ну и плюс ко всему у нас сегодня будет достаточно необычный автошейв, который каждый из нас может сегодня взять за 5 минут за копейки. Но мы просто порой не думаем об этом. А на самом деле это очень часто бывает выход. Да я больше чем уверен, что у некоторых из вас, если не у всех, он уже есть дома, просто мы его не используем в этом качестве. А на самом деле можно. Вот сегодняшнее бритье должно это подтвердить. Вы на крупный план. Смотрите подробно, что там, как, куда, почем и сколько, а я начинаю. Догоняйте. И это все участники нашего обзора. А теперь обо всем по порядку и начнем со станка. Гемы. Их много, всяких разных, и все они бреют по-разному. Кто-то помягче, кто-то поагрессивнее. Но благодаря Урмасу, Эстония, мне достался вот такой красавчик Ever Ready. Очень многие его называют, ну, чуть ли не одним из лучших из тех гемов, которые выпускали. Так ли это? Ну, я не знаю, я все не мог проверить, а их на самом деле даже не один, не два и не десятки. Но сегодня, несомненно, конечно же, мы с ним побреемся. Вот пластиковая коробочка, к сожалению, пострадала не от транспортировки, а у меня дома. Мои кривые руки не уследили, и я ее как навернул, и вот смотрите, здесь маленечко треснула. Конечно же, я ее склеил. Но факт остается фактом, вот не уберег паразит, блин. Вот здесь вот надпись, смотрите, сделано в Англии. Относится это к коробке или к самому гему, я вам тут подсказать не смогу. В коробочке никаких тебе дополнительных отделений для лезвий, просто сам гем. Если его убрать, посмотрите, как сделано, интересно. То есть это литье, скорее всего, под давлением, на штамповку не похоже. Хотя, кто его знает, технологии древних, а он на самом деле древний, ребят. Совсем скоро ему исполнится уже 100 лет, потому что именно вот такие гемы Ever Ready начали выпускать с 1923 года. Кому интересна эта информация, я нарыл очень интересную тему на предмет гемов у нас на BB-шейве. Я оставлю ссылку в описании под видео, все, кому интересно, сходите, конечно же, посмотрите. Станок. Это тоже интересное, необычное, совершенно нетривиальное изделие. И ну вот он такой, какой есть. Потому что если вы возьмете какой-то другой гем, который выпускался, допустим, чуть раньше или чуть позже, один из его собратьев, то он может быть совершенно другим. Мне этот понравился с первого взгляда. Любовь. Любовь по самые помидоры, потому что здесь я вот для себя не вижу ничего такого, чтобы мне как-то притило, а наоборот все то, от чего я кайфую. От чего я, собственно, кайфую? От осознания того, что люди могли и люди делали. Понимаете, вот по весу это не самое тяжелое изделие, 60 грамм, но тем не менее, в руке, когда ты его держишь, он такой сбитый, плотненький, ручка шестигранная, та самая знаменитая, которой страдали первые жилеты, когда они вот такие ручки делали. Ну и согласитесь, сейчас такую встретить ну, достаточно непросто, а в руке она очень приятно сидит. И я не сказал бы, что здесь каких-то насечек много, нет, вернее, да, конечно, рисунок здесь есть. Давайте я вам поближе покажу. Но согласитесь, это не тот рисунок, который будет помогать вам держать. Это, потому что он мелкий. Но тем не менее в руке это держится очень хорошо. Дальше шейка вот эта. На многих ручках она есть, но здесь она как-то интересно смотрится, потому что посмотрите, в какую она дирижабль переходит. То есть как цапля, как вот называли стеколодцы, когда вот это Украина, это Краснодарский край, вот там на югах такая палка, но с другой стороны противовес и просто так вот вот на это что-то похоже. Дальше сама голова. Она не как у первых гемов. Вот здесь вот просто ровненькая площадочка, ее как-то вот так вот надо было открывать. Она, смотрите, вот с такой прищепочкой. Специально, чтобы захотел, взял ее так раз и за нее вот так нажал и открыл. Ну и дальше. Здесь это, скорее всего, ну не знаю, фрезерная, токарная какая-то работа. Но не похоже это на литье. А здесь, ну это штамповка. Штамповка или гнуть ее, как это правильно сказать. Итак, открываем.
Все, что нужно, это просто нажимаете пальцем, открываются внутренности. Как жемчужная раковина растворяется твои створки, так точно открывается и гем. Внутри еще одна надпись Ever Ready, сделана в USA. Ну и теперь понятно, что надпись сделана в Англии, или это не родная коробка, если все-таки эти гемы делались в Англии тоже, или это совместное производство, что коробки делали в Англии, а сами станки в Америке. Поначалу, увидев внутренности этого станка, вы, конечно, можете стать в ступор, а как сюда лезвие-то вставлять? Ребят, на самом деле все легко и просто. Смотрите, первые лезвия, да, этот станок использует специальное лезвие для гемов. Первые лезвия, которые выпускали в начале прошлого столетия, они не имели вот этих вот выемок, они были ровные. А я-то держу в руках сейчас современное, специально выпущенное для гемов, и по простоте душевной я вначале подумал, что вот здесь вот выточки такие есть, и я подумал, что ох, как хорошо он сюда садится, а он на самом деле, смотрите, как хорошо садится. И если потом закрыть крышку, то это особо доставляет удовольствие, потому что смотрите, как он смотрится. Ну, как вы сами понимаете, так бриться нельзя, так бриться невозможно. Несмотря на это, лезвие держится довольно-таки бодро и уверенно, и вы начнете разбираться дальше. Начал и я. Оказывается, все идет еще дальше. Мы берем просто вот это лезвие, используя вот эти зацепы, вставляем лезвие глубже, опускаем его совсем, а потом используем вот эти зацепы как фиксаторы, то есть края лезвия мы просто вводим сюда. Вот так, видите? Вот, все, оно встало. Все, стоит. После этого все, что нужно, просто закрыть крышку. Ничего не регулируется. Вот как он есть, так и есть. Лезвия гемов. Многие ребята утверждают о том, что эти лезвия сами по себе, они достаточно продуктивные, ходят долго. Первое бритье самое агрессивное, второе уже лучше, а 10-е лучше, чем второе. Поэтому я рассчитываю, что вот этим лезвием я побреюсь сегодня достаточно неплохо, потому что оно уже единожды было использовано. По сути, это будет сегодня его второе бритье. Вот и посмотрим, как это все работает. Вылет. Здесь никакого вылета нет, здесь вы просто на конструктив можете посмотреть. А теперь хочу обратить ваше внимание вот на этот момент. Вот смотрите, видите, как у нас лезвие стоит, да? Вот оно. Ну, то есть, по сути, оно как нижняя площадка вот так идет. Это гарда, которая будет ограничивать действие этим лезвием. А это крышка. Так вот, посмотрите, какой угол. Ну, сам для себя я его визуально оценил бы, но я не знаю. Но может, конечно, штангой этот транспортир взять. Но я думаю, градусов где-то, может, 15-20. Вот так, не более того. Но уж в любом случае, если бы вот это лезвие было не тем лезвием, которое мы поставили, а паской, вот под таким углом бриться, но это нормально. Так вот, сегодня будем бриться просто по-тупому, плашмя. От верхней крышки буду брать станок, класть его на поверхность кожи и просто вести. Но есть моменты. Если вы вдруг не станете так делать, а захотите бриться по-своему, то, естественно, вы можете чуть-чуть приподнять станок и увеличить этот угол. То есть у вас кожа была так, а вы хлоп его приподнимете и поставите вот так. Тем самым вы все еще будете продолжать бриться, но агрессивность бритья вы увеличите, она станет больше. Насколько это вам нужно, не нужно, это решаете только вы сами. Я хочу лишь сказать, что если вы будете бриться вот так плашмя, это самое мягкое бритье, которое может дать этот станок. А уж увеличивать агрессию не увеличивать, но это там жизнь покажет, как вам там нужно, что и куда. Вот такой красотой, ребята, мы с вами сегодня и побреемся. А мыло? Сюрприз. Сюрприз. Разбирал закрома и совершенно случайно наткнулся вот на эту короебочку. Да, ребята, это Лепихин, калийная, моей землячки, Инна из Тюмени. И лежало оно уже, давно оно уже лежало, наверное, больше года. И вот я его вытащил и не отпустил, притащил на обзор, думаю, все, хватит, пора уже совесть-то иметь. И вот сегодня будет. Я не знаю, выпускается оно сейчас или нет. Я знаю, что Инна по-прежнему продолжает работать. Но вот именно это мыло выпускается или нет, я не знаю. Если у кого-то есть информация, ребята, будь ласка, скажите об этом.
Мануфактура мыла Лепихин, мыло для бритья Калина, Лепихин, город Тюмень. Запах за все то время, что пролежала эта коробочка, ничуть не стал хуже. Запах очень приятный. Мыло, я бы не сказал, что оно твердое. Выглядит, да, как твердое. Но если вот так вот пальцем нажмете, смотрите, так, тырц, опа, то вот так вот таким вот макаром можете все-таки промять. Я вначале думал, что может быть в баночке набрать, а потом перейти в скатл, но сейчас вот уже думаю, ну, да фиг его знает, давайте, наверное, все-таки баночка и на лицо. Но за скатл я все-таки скажу, ребята под предыдущим видео, там один человек, по крайней мере, написал, что он не взял такой скатл и очень жалеет об этом. А я ему сказал, что не все мне в этом скатле нравится. Но вот сейчас, пользуясь случаем, я просто хочу сказать, что именно мне не понравилось. Обратите внимание, ребята, донышко. Оно узкое, помазок. Тырц. Так вот, когда я работал первый раз, я не мог вот так вращать. Я же чуть-чуть поддавливал. И получалось, что вот то донышко, которое есть, оно не давало возможности разгуляться по мазку. То есть навершие по мазка, оно было зафиксировано. И все, что у меня получалось, это по сути помазок стоял на месте, а просто боковые вот эти плоскости по мазка, они ходили по краю. А сам центр по мазка постоянно упирался в центр чаши. То есть, будь это дно больше, я бы мог водить по мазкам и по чаше, но этого, к сожалению, в этой чаше не удалось. То есть, он постоянно стоял на месте, и я вот так вот и работал. Вот это мне не понравилось. В принципе, я бы не сказал, что это какой-то большой криминал. Просто это особенность. Вот я не привык, если уж ты вращаешь, то ты вращаешь, ты хочешь это ощущать. Здесь нет. Здесь все несколько по-другому. Здесь это было сведено к минимуму. Вот именно это мне не понравилось. И вот об этом я хотел сказать. С этим же мылом. Да давайте, наверное, прям чашу наберем и на лицо и пойдем. Все, решено. Без скатла. Вот. Ну, так-то помазок я уже засветил и сказал А, говори Б. У нас барсук уже был. Сегодня мы барсука уберем и поставим синтетику. Синтетика мне это нравится, за исключением ее расцветки. Потому что, ну, с одной стороны, да, она, конечно, необычная. Она такая нетривиальная совершенно. Часто вы такую не встретите. Ну, как-то ребит, что ли. Вот был бы он какого-то одного цвета, мне, наверное, все-таки больше нравилось. К самой синтетике претензий ноль, вообще никаких нет. Она в меру мягкая, по гладкости вот здесь она не самая шелковистая из серии Яков, но если вы с закрытыми глазами, вот вам вот так вот в руки сунут, скажет, ну скажи, что это, безошибочно определите синтетику, потому что у нее характерный мягкий вот здесь вот все-таки присутствует. Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Он здесь неплохой, он просто слегка меньше, чем на остальных по мазках Яки. По упругости он обыкновенный. Он не упругий, не мягкий, то есть вполне достаточный для работы. Ну и по размерам вы сами видели, то есть это вполне себе рабочая лошадка. Сегодня с ним и поработаем. Автошейв. Совсем недавно мы пробежались по проблемным кожам. Ребята задавали вопросы, что мне делать, если у меня раздражение, что мне делать, если у меня это то. И почему-то совершенно случайно, упав глаз вот на эти вот штуки у меня в шкафчике, мне захотелось взять их на обзор. Что это такое? Это перекись водорода и хлоргексидин. Обе эти жидкости используются как в быту, так и в медучреждениях для обеззараживания кожи, для обеззараживания ран. Перекись водорода же в некоторой степени способствует остановке крови. То есть там при состыковке с кровью усиленно выделяется кислород, и кровь потихонечку начинает останавливаться. Хлоргексидин обеззараживает, работает совершенно другими вещами, но тем не менее все их рано или поздно мы пробуем. Есть люди, которые на этом сидят постоянно. Перекись водорода или хлоргексидин используют вместо автошейва. У этих автошейвов одни сплошные плюсы. Они недороги, они всегда работают. И они, скажем так, если у вас нет тяги к запахам, они совершенно без запаха.
но есть и ограничения. Ну, не то чтобы ограничения, одно ограничение, да, это его противопоказано применять только людям с личной индивидуальной непереносимостью. Вот если у вас может быть аллергия на него, тогда да, тогда вам не нужно. Но, естественно, перед тем, как его использовать, попробуйте где-то в уголке так, зайдите так чуть-чуть на сгибе локтя, там самая нежная кожа, попробуйте. Если все гуд, то да, вам это можно использовать. И второе, это и плюс, и минус, у него нет запаха. Кто любит запахи, ребята, здесь вы их не дождетесь от слова совсем. Ну и что? Ну, давайте, наверное, хлоргексидина, а перекись водорода, наверное, другим разом уже запустим. Или, чтобы 2 раза с дивана не вставать, одну сторону хлоргексидином, другую перекисью. Посмотрим, как мать пойдет. Все, пошли бриться. Ну, так как мы с вами узел уже поменяли, я, наверное, сейчас займусь тем, что сразу же загружу помазок, ну а потом компрессу начнем бриться. Мочить не буду, ну в смысле замачивать не буду несколько минут, потому что синтетика, а мыло просто сполосну. И вот так вот, как вот тут водичка осталась, так мы с вами работать и начнем. Лишнее с помазка стряхнул. Так, а как вот так вот, да, наверное, вам видно будет. Ух. Ух. Ой, ой, ой. Ребят, ну тут, короче, вот такой раскардаш, вон видите, сразу же начинает переть во все стороны. Тыдыщ. А знаете что? Я, пожалуй, наверное, сейчас сделаю то, чего никогда не делал. Я, наверное, буду сейчас сразу после компресса набирать и сразу на лицо. А там по ходу пьесы буду это регулировать. Давайте так и сделаем. Компресс. Фух, хорошо. Я пока на компрессе сидел, в голову пришло. Ты признайся мені, куда рубль сховала. Не хватает мені на пузырі сонце дара. Червона руту не шукай вечерами. Ну, для тех, кто рожден в СССР, я думаю, я их не удивлю этой песней. А для молодежи, кто всего этого не достал, переведу на русский. Солнцедар. Алкогольный напиток стоимостью где-то в районе 70-80 копеек. Пойло, конечно, было еще то, но если вы студент или простой человек, у которого не хватало денег, вполне себе могли этого позволить. На что? Рубль. Рубль стабильная валюта времен СССР. Рубль это 100 копеек. Что значит 100 копеек? Ну, коробок спичек копейка, буханка хлеба 16 копеек, рожок такой полукруглый 5 копеек, бутылка молока 28 копеек. Но в стеклянной бутылке, если вы хотите, вы эту бутылку можете сдать, и вам вернут из этих 28 15 копеек. Да, ребята, 7 бутылок это было рубль 0,5. Я помню, как я это сдавал. Эскимошка 11 копеек, ленинградская. Да чтоб я так жил, это какая бомба была, это просто пум, взрыв мозга. Ну, сейчас, если поискать, я не знаю, найдешь такую, не найдешь. Ну, а рута это кустарник, он в Закарпатье растет, желтого цвета обычно, червоная не бывает. Но говорят, что вот там вот легенда, что золото. Ну, я с людьми разговариваю, ну, что ты себе тут представляешь, ну. Короче, ребят, смотрите, что я наколошматил, я, наверное, уже пора на лицо идти. И говорят, что хорошо пахнет. Да. Я считаю, в этом помазке все удалось. И барсучок, и синтетика. Они как-то рассчитали так интересно, что вот эта вот ручка сама по себе небольшая, она была бы неудобна, если бы узел был, допустим, какой-то слишком упругий. Приходилось бы давить, а так как ручка маленькая, ну сами понимаете, это было бы неудобно. А тут работаешь в радость. Ну просто вот он сидит в руке как влитой. Возможно, может будет кому-то не очень удобно, если, допустим, слишком дофига пены наберете, вот как я сейчас, да, и пена, смотрите, она прям на ручку находит. Но все равно не скользкая. И все равно нормально. Так, ну вот такую красоту мы тут наколобродили, наколошматили. Я замечаю, что пена осаживается.
Но почему-то мне кажется, что эта ошибка не повлияет на наше бритье. Хотя могу и ошибаться. Давайте попробуем, ну и посмотрим, что гадать-то. Лучше один раз проверить. Золото, а ты что скажешь? Ты так же считаешь? Да ты моя золотая. Итак, гем Every Ready не самый популярный. Самый популярный, я тут даже выписал, ну, по буржуинским сайтам. Самый популярный это Gem Wallet, что-то Micromatic OpenComp, 41,5%, ребята. Вот такое количество людей юзает этот станок. На втором месте Gem 1912 года. Его говорят, что он просто мягкий такой, что пипец. И при том еще агрессивный, выбривает только в путь. Но сам не пробовал, может быть когда-нибудь удастся. Ну и на третьем месте Gem Micromatic Clog, по-моему, или Clod Proof, что-то вот типа такое. Если у 912 39%, у этого, по-моему, там то ли 30, то ли 31. Но этот даже в общий список не попал. Но все равно я не теряю, скажем так, надежд, что это будет ого, чего как. Пробуем. Так, височки подровняем. Ну, смотрите, как пена опала, да? Вот если по той теории, которую я вам там вот на уши вешал на крупном плане, что вот так вот плашмя, ну что-то как-то не очень, по-моему, залипает, реально залипает. А вот если чуть-чуть самый децл, так вот, знаешь, вот так вот раз, маленечко зазорчик сделать, идти, вот там что-то интересное это начинается. Так, еще раз височек. Ощущение необычное, совершенно необычное. Ну, как мы видим, пена совсем упала, но я, честно сказать, не сильно-то переживаю по этому поводу, потому что вполне себе мыло уже могло быть, ну, потерять все сроки. Но оно давно у меня уже, реально давно, может даже еще не год, может даже не два, может больше. Но скольжение обеспечивает и очень даже приличное. История повторяется вот как с мылом Сергея. Из читы из последних обзоров. Там с его слов какой-то супер-пупер силикон, и это не слова, я его чувствовал, потому что скольжение было ого какое-то. Вот здесь вот скольжение то же самое для инструмента есть, но с пеной, видите, грустно. Не совсем, понимаете, да, о чем я? То есть не совсем удобно было здесь сверху вниз проходить. Но я думаю, что вот сейчас на втором проходе, когда будем идти поперек, я это наверстаю. Но ощущения, конечно, зашкаливают. На лице этого мыла, что прям, ну, иди еще в магазин, продавай нафиг, или соседом делись. Второй проход. А я, знаете, что подумал? Если оно вот сейчас тут с пеной мне вот такие вот фигушки строит, я, наверное, за пену-то и не буду заморачиваться. Самое главное, я сейчас буду просто хороший, нужный для меня состав на лице наводить. А уж там пена, не пена, ну, получается, что это ехать, не шашечки. Да, есть продукты, где и шашечки, и ехать. А здесь просто ехать. Ну, в конце концов, для ехать это мыло и предназначено. Посмотрим. Чуть-чуть, если быть максимально объективным, на лице какое-то небольшое пощипывание. Ничего критичного совершенно, просто необычно.
Но покраснений никаких я не вижу. Так что, я думаю, отставить панику на корабле, будем просто бриться. А вот здесь вот вообще как будто по маслу бреешься. Вот смотрите, уже белого ничего не осталось. От скольжения дофига чего как. Вы знаете, вот это вот для меня вообще непонятно. Потому что воздействие чрезвычайно деликатное. Откуда эта хрень берется, я не знаю. Может быть, какая-то анестезия сработала, я не заметил, как провел, но я не чувствовал какого-то раздражения во время бритья. Мне было просто хорошо. Откуда вот эти порезы взялись? Уму нерастяжимо совершенно. Так, ну и третий. Ну вот сейчас на лице этого мыла, ну вот сейчас по идее могу еще раз побриться, и даже по мозгам не надо работать. Вот только его. Ну только что оно прозрачное, как масло, но не белое. Ну, с Богом.
вот это для меня, ребят, вы извините, как пинок по яйцам, как удар под дых. То есть вот для меня это вот сейчас вот как, ну нечестно, просто какое-то западло. Потому что я сейчас испытываю такое бритье шикарное для меня. И вот эта вот хрень для меня просто непонятно, откуда она вылезла. Вот просто как-то аж неприятно, блин. Ну как-то не по-честному, не по-честному. Хорошо, просто хорошо. Супер. Ну, пожалуй, что и все. Ну, а теперь автошейв и заключительное слово. Хорошо. Сейчас маленько на компрессии чуть-чуть подуспокоился. И да, вот то, что я там... Да, обидно, досадно, ну ладно. Но это эмоции. Эмоции просто маленечко выскочили. На самом-то деле, если разобраться, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Раз разнес, значит сам что-то сделал не так, значит где-то что-то прощелкал, значит допустил. Не пойму где и как, придется все это еще анализировать, обдумывать, потому что, ну уж чертовски он приятно шел, бархатный рез такой. И так вот прям вот, я не чувствовал никаких каких-то отрицательных пас с его стороны. Вообще было все просто замурчательно. Какого вот это вот все вот уму нерастяжимо. Так, ребят, ну давайте. У нас сегодня перекись водорода и хлоргексидин. Давайте на одну сторону что-нибудь одно, а на другую сторону что-нибудь другое. Ну, чтобы не затягивать всю эту процедуру. Хлоргексидин. Известная водичка. Если где-то что-то как-то, многие из нас сразу же бегут за понжиком, промакивают этот понжик и обрабатывают рану. Не посоветовал бы я их смешивать вместе, потому что химик-то с меня еще тот, и фиг его знает, что там будет при этом. Как бы что-нибудь такого не случилось. Но вот так вот по отдельности, ну, мне кажется, вполне себе рабочий вариант. Ну, а на другую мы нанесем перекись водорода. Вау, вот перекись водорода, да, тут пощипывает. А хлоргексидин вообще без следа прошел. Но тут сейчас кислород должен переть просто и вот убирать все это дело. А, вот он, да, прет, прет. Ага, смотри, как интересно. Прям белым покрывается. Угу. Правду говорят, что кислород-то выделяется, хлоргексидин. Насколько я знаю, блич, это этот, как его, вот, забыл наше название. Мы его дома используем, у нас с этим доместос бывает с этой фигней. Так. Но это не тот баллон. Когда в Америке был, там на колбасной фабрике, когда работали, на пиццерии, там, по-моему, перекись водорода для... Ну, короче, там из помещения в помещение ходишь, резиновые коврики, в резиновые коврики добавляли специальную влажность, жидкость, и когда человек заходит, ноги, чтобы там полоскались. По-моему, хлоргексидин должны были наливать, а там случилась какая-то катаклизма, то есть один, то ли поляк, то ли чех, поляк, по-моему, он вначале налил этот хлоргексидин или что-то вот из этой серии, а потом блич вот этот как плесканул. Ребята, чтобы вы знали, что там было.
хоть святых выноси. Эвакуировали нахрен всех. Там как шандарахнула какая-то фигня. То есть вот я вас от этого пытаюсь предостеречь. И в том смысле, если будете экспериментировать, если не знаете, к чему это может привести, не смешивайте две жидкости. А то еще там прожгет до первого этажа, а потом еще соседям квартиры ремонтировать. Так вот, вполне себе действенные препараты. Сейчас я их использовал на одной стороне один, на другой стороне другой, дабы просто тупо сэкономить время, но и наглядно показать, что они работают. Оба работают. В обычной жизни этого делать не надо. Я не рекомендую. По отдельности, пожалуйста. Ну а так, ну вот, смотрите, после перекиси водорода тут маленечко покраснения больше, после хлоргексидина поменьше. В применении будет отличаться лишь тем, что хлоргексидин никаких пощипывающих не будет издавать, если вы, допустим, эпидермис разнесли, а я его разнес сегодня, это чувствовалось реально. Ну, вы сами видели остаточные действия, эти последствия. А вот хлоргексидин, там, да, тут начинается пощипывание, вот эти вот белые пузырьки, которые мы привыкли видеть, и вот это вот все есть. Кто опасается вот такого, хлоргексидин, кому пофигу, тогда перекись водорода, вполне себе рабочий инструмент. Но уже практически все высохло, кожа, ну какие там уходы, вы сами понимаете, да, то есть вот что от мыла осталось, то и осталось. Все, побрился на 4 где-то и 3. Золото, блин. Это не девка, это кусок недоразумения. Или ты ее контролируешь, или она все будет контролировать. Мы с людьми общаемся. Ты тоже хочешь поговорить? А по жопе? Ты морда. Ну вот. Так, я уже забыл, на чем остановился. Это мартышка перебила. Ну, по перекиси разобрались. Мыло. С одной стороны, я вначале расстроился, что пена так быстро садилась. А с другой стороны, ну что расстраиваться, потому что, ну да, ну села, ну и что. Там на лице очень много всего оставалось, которое просто позволяло бриться и бриться. То есть вот того, чего Инна закладывала, с целью обеспечить скольжение, там было в достатке. Очень сильно подозреваю, что я сейчас поднимаю старую тему. Потому что когда-то, давным-давно у нее было, там уж года 3-4 назад, вот такое, и она все это выловила, она все это исправила, переделала и стала делать нормально. Вот у меня, скорее всего, банка еще с той партии. Это просто отголоски прошлого. Я все это говорю специально и делаю на этом акцент, дабы добрые люди, которые иногда попадаются на нашем жизненном пути, не вышли и не сказали, а вот там вот говнище делает. Нет, ребята, для Инны это целая жизнь. Она ночами не будет спать, если есть какая-то ошибка, и эту ошибку нужно исправить. Это просто отголоски далекого-далекого прошлого. Вот вышел этот кусок, вот и все. Не более того. Ну а в бритье, ну вот это легкое пощипывание, я не совсем понял. Если бы это была какая-то индивидуальная непереносимость, ну сейчас бы разнесло все, да. А если это что-то другое, что другое? Мыло-то не ментольное явно. То есть тут что-то как-то вот это вот я не совсем понимаю. Но факт остается фактом, мылом побрился. И если даже это мыло было бы у меня на постоянке, я бы, скорее всего, не стал его в сторону убирать, а также продолжал бриться. Потому что, ну, там, в принципе-то для бритья, ну, все было, все. Помазок. Ну, сколько мог, я про него уже говорил, он просто сегодня лишний раз подтвердил свою состоятельность. У него оба узла хорошие, оба узла кошерные. Ну ты, блин, а что в рот-то сразу тянуть? Ну, дурочка, нет, переулочка. Так, все, отстань. Есть ли что-то в этом помазке такое, что я бы сказал, ну мне не нравится. Ребята, единственное что, так, тут чистенько, вот тут сиди. Единственное что, это вот окрас. Но это имховое, это... Ну, скажем так, кому-то это наоборот может нравиться, поэтому тут я даже говорить ничего не буду, потому что то, что он дает в бритье, так как он позволяет бриться, так как он позволяет им пользоваться, да уже и в конце концов просто внешний вид, они все это слегка компенсируют. Я сегодня, когда к бритью готовился, взял вот этот помазок, начал перекручивать узлы, ну, чтобы проверить там как, что, как. Лариска увидела, о, какая хорошенькая, какая ручка, что это такое? Ну, то есть, как бы вот ей-то что? Она вообще-то ни к селу, ни к городу, это не ее тема. А увидела, глаз зацепился, что-то сказала. Вот я об этом. То есть, ну, молодцы, умеют, сделали.
По поводу станка. И порадовал, и расстроил. Чем же порадовал? Ребята, бритье огонь. Просто огонь. Так понравился. Понятно, что к нему нужно приспосабливаться. Понятно, что нужно нарабатывать технику с нуля, потому что тут в принципе-то все другое. Блин, вот что тут дурочки кусок, а? Я тут записку себе делал для этого, она за бумажку это восприняла. Иди, на, вот на. Я думал, что плашмя, если поставить, то будет удобно. То, что залипало сегодня, я пытаюсь сам для себя понять, это частный случай, и вот именно с этим мылом, будет ли с другим мылом по-другому, или на самом деле плашмя вот так вот бриться, это на нем практически нереально, потому что, видели, какая поверхность, достаточно большая, шлифованная, а если у вас здесь мокро, если у вас здесь пена, то, естественно, эффект залипания, ну, просто не может не случиться. Это нормально. Поэтому хочешь ты того или нет, придется маленечко отрывать. Вот думаю, что второе. Если второе, то, блин, но тут угол тогда с 15-20 будет увеличиваться до обычных, там, я не знаю, 25-30. И вот тут-то агрессия, конечно же, и лезет. Хотя сам по себе вот этот станок агрессивным, у меня язык не поворачивается назвать. Потому что я уже говорил, повторю, он настолько приятен, настолько шикарен, настолько обалденен в работе. И это кто? Every Ready? Это что ж тогда те станки, которые занимают первую, вторую, третью, четвертую, пятую позиции, микроматики все эти, которые, как они тогда бреют? Один из этих микроматиков я брился. Обязательно повторим с вами еще раз. Но вот от этого станка я под впечатлением. Понимаю, что первое знакомство для меня больше приятное. Для некоторых людей, которые с трудом воспринимают кровищу на моем лице, оно, возможно, тоже будет приятно. Но я по этому делу, по этому поводу никаких трагедий, особых иллюзий не питаю, потому что мне нужно к этому привыкнуть. Если бы я оставил его на постоянке и брился бы им, допустим, неделю 2, 3, 4, 5 или дольше, этого бы не было и в помине, от этого не осталось бы и следа. Но факт облицо, что есть, то имеем, то вот и жнем. То есть каждый раз чем-то разным, а тут вот с первого раза как ты подход найдешь? Люди и со третьего, и с пятого, с десятого иногда подход найти не могут. А тут ты не только должен найти подход с первого раза к этому инструменту, но еще и коже сказать. Молчать, бояться. Ты всегда брилась с этим. Но я коже так не умею приказывать. Вот, то есть она соответствующим образом просто отреагировала, да и все. Хотя побрился, я вам скажу, ну на 4,3, да. Где-то ДФС еще остался. Когда руку набил бы, я думаю, что и это бы я смог убрать. Бритье очень приятное. Урмас, огромное тебе спасибо за эту игрушку. За то, что я теперь время от времени смогу ее доставать, показывать ребятам, свою душу тешить. Вам рассказывать, насколько это интересно. Ну а для вас, для всех, у меня такой вопрос. Как это можно объяснить? Вот как можно объяснить, что гемы, которые так великолепно, шикарно бреют, которые выпускались, ну, не один десяток лет, насколько я понимаю, там с начала 1900-х и там аж 1970-е годы они выпускались, самых разных конструкций, самые разные, и стоят которые копейки, 15, 20, 25, 30 баксов. Лезвия, на которые достать, вовсе не проблема. А лезвия какие? Да не простые лезвия, ребята. Самое поганое у вас бритье будет с этим лезвием первое. Потому что дальше там все будет мягче, 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 оно будет привыкать. И как вот Сергей сказал правильно, что вот 10-е бритье, оно у тебя даже будет интереснее, чем второе. Так оно и есть. Вот сейчас второй раз я брился этим станком, реально по кайфу. Почему я и расстроился из-за того, что эффект был обратный. Так вот, при всех этих входных данных, почему они не получили такого широкого распространения, как те же самые тэшки? Что послужило причиной? Как так могло получиться? Для меня эти станки более чем привлекательны, они более чем интересны, они реально кайфовые. Ты не только в руки берешь какую-то седую старину, но ты еще и от самого процесса какое-то удовольствие получаешь. Вот настолько они интересны. Они радуют все. Глаз, душу, руку, сердце, все радуют. Но почему? Почему они такого большого распространения не получили? Быть может, меня уже накрыло, и
те ребята, которые говорили, что погоди, ты с гемами познакомишься, ты на них еще перескочишь. Может быть, вот это как-то во мне говорит, но все равно мой вопрос остается лично для меня без ответа. Почему при таких вот положительных свойствах этих станков они получили меньшее распространение, чем все Т-образные? Может быть, ввиду доступности ограниченной, может быть, ввиду еще чего-то. Я хз. Если у вас есть мнение по этому счету, ну, с удовольствием его выслушаю. Но вот пока у меня что-то каких-то особых таких ответов нет. Ну, пожалуй, блядский рот. Особый кайф я испытываю, когда этот ребенок подходит и думает, что я это дерево, и начинает по ноге лезть вверх. Ну ты же ребенка убивать не будешь, правильно? А ребенок продолжает лезть. Мать твою. Ребенок. Ну, зато есть и плюсы. Теперь мы вдвоем можем с вами попрощаться. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда будет все хорошо. Ну, а у меня хлоргексидин с перекисью есть. Сейчас пойду ногу обработаю. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Берегите себя. Да, мартышка? Мартышка. Ты морда твоя. Все, ребят, пока-пока.